Все, остановитесь, потому что тур принял неожиданный поворот, к которому никто не был готов. Последний фан-кам Тэхёна не просто взорвал интернет, он раскрыл деталь, которую фанаты совершенно упустили. И в тот момент, когда они поняли, что Чингук тайно в этом замешан, весь фандом погрузился в полный хаос. Что же на самом деле скрывалось за этой безупречной улыбкой? Оставайтесь со мной, потому что это меняет все. В ту ночь, когда был опубликован фан-кам, никто не ожидал, что он станет самым обсуждаемым, пересматриваемым и перешептывающимся видео с Тэхёном за последние месяцы. Поначалу все выглядело как обычное событие. Тэхён выходит на сцену с присущей только ему спокойной элегантностью, мягкий свет освещает линии его подбородка, фанаты кричат, как только он поднимает руку, чтобы помахать. Но хаос начался не с улыбки Тэхёна. Он начался 3 секунды спустя. Мерцание, тень, странное отражение на зеркальном экране позади него. Поклонники сначала не заметили этого. Большинство были слишком отвлечены внешностью Тэхёна, его легкой ухмылкой и непринужденным общением с толпой. Но по мере того, как фан-камера распространялась, сначала в Твиттере, затем в ТикТок, а затем и на всех мыслимых форумах К-поп, кто-то сделал скриншот отражения. И вот тут-то и начался настоящий хаос. В считанные минуты фан-аккаунты взорвались увеличенными скриншотами. Фигура на заднем плане была не случайной. Поза, кепка, то, как фигура держала телефон, все это казалось слишком знакомым. Не может быть. Не может быть. Это Чингук прячется за дисплеем. Посмотрите на выглядывающую татуировку. Это он. Я узнаю эту руку где угодно. Зачем Чингуку там быть тайно? Что случилось? Теории начали появляться быстрее, чем кто-либо мог осмыслить. Одни говорили, что Чингук хотел поддержать Тэхёна тайно. Другие утверждали, что HYBE что-то скрывает. Некоторые настаивали, что это был вовсе не он, просто сотрудник, подозрительно похожий на него. Но все стало еще страннее, когда автор оригинального фан-кама опубликовал следующее. Клянусь, кто-то другой снимал Тэхёна с правой стороны сцены. Кто-то высокий. И охрана вела себя странно. Внезапно оказалось, что дело не только в отражении. Речь шла о ком-то, кто находился там, где ему не место, о ком-то близком, о ком-то знакомом, о ком-то, кого фандом никак не ожидал там увидеть. Выражение лица Тэхёна не складывалось в определенный ряд. Фан-камера показала и кое-что еще, то, чего поначалу почти никто не заметил. Ближе к середине ролика, когда Тэхён повернулся к правой стороне зала, он на мгновение замер. Его взгляд смягчился. Выражение его лица изменилось, словно он узнал кого-то за кадром. Он не улыбался толпе. Он не улыбался персоналу. Это был нетипичный фан-сервис для айдолов. Это было тонкое, личное, теплое выражение. Такое выражение Тэхён никогда не показывает, разве что кому-то, кого он хорошо знает. И фанаты сразу связали все точки. Он увидел Чингука. Вот почему его выражение лица изменилось. Он узнал его. Их не должно было быть видно вместе. Но если это правда, почему Чингук прятался? И почему Тэхён делал вид, что ничего не произошло? Затем тайное присутствие Чингука подтвердилось. Сотрудник, явно не осознавая, как быстро фанаты замечают все, опубликовал в Инстаграм-стауре всего на несколько секунд закулисное видео с места мероприятия, где он непринужденно сидит в конце, наполовину прикрытый оборудованием, в маске и толстовке. Чингук. История была немедленно удалена. Но скриншоты уже были повсюду. Теперь фанаты уже не просто строили догадки. Они знали, что Чингук был там, скрытно, наблюдая за Тэхёном без предупреждения. И все задавали один и тот же вопрос. Почему? Люди, близкие к мероприятию, начали перешептываться в интернете. Ассистент гримера анонимно написал: «Я видел Чингука на секунду. Его не должно было быть видно. Охрана не дала ему двигаться». Затем фанат, работавший в кейтеринге, написал: «Мне показалось, что этот парень знаком, но потом он исчез».
Кто-то еще написал. Они вошли по отдельности, вышли по отдельности, а персонал вел себя так, будто это было совершенно секретно. Это было ненормально, ни для случайной поддержки, ни для дружеского визита. Происходило что-то другое. Что-то большее. Что-то, из-за чего Тэхён выглядел тихо и эмоционально на сцене, а Чингук прятался в тени, словно защищая что-то или кого-то. По мере того, как фан-камера продолжала вращаться, зоркие фанаты заметили еще одну деталь. В последние минуты мероприятия, прямо перед тем, как Тэхён сошел со сцены, он сделал что-то совершенно нетипичное, незначительное, но слишком намеренное, чтобы остаться незамеченным. Он снова взглянул направо, на то самое место, где прятался Чингук. И на этот раз Тэхён опустил руку и слегка постучал пальцами по бедру. 3 удара. Короткая пауза. Затем еще 2 удара. Поклонники, разбирающиеся в военных делах, сразу поняли, это был сигнал, не случайный, не эстетичный, не нервное ёрзание. Молчаливый жест, используемый для незаметного общения на расстоянии. И самое безумное. Если Чингук действительно стоял там, сигнал предназначался ему. Когда Тэхён вышел за кулисы, охрана внезапно пришла в замешательство. В сеть попало закулисное видео, всего на несколько секунд, снятое кем-то, кто не должен был снимать. На нем 2 сотрудников бросились в коридор, торопливо шепча: «Уберите его немедленно». Фанаты что-то видели. Не подпускайте их близко. Он не должен был там быть. Выведите его через черный ход. Фандом впал в ступор. Кого они пытались убрать? Кого не должно было быть видно? Ответ казался очевидным – Чингука. Реакция персонала была ненормальной. Они вели себя так, будто имели дело со знаменитостью, которая пытается не попасться, или с тем, чье присутствие вызовет споры, если будет раскрыто. Но почему фанаты должны были столкнуться с проблемой, увидев Чингука на мероприятии Тэхёна? Если только его внешность не означала что-то, что компания не хотела раскрывать. Фанат, ожидавший снаружи площадки, выложил трясущееся видео, снятое издалека. На нем было видно, как черная машина, без логотипов и без конвоя охраны, подъезжает к зданию. Высокая фигура в маске быстро села внутрь. Другой фанат утверждал, что видел ту же машину час спустя, забиравшую Тэхёна у другого выхода. Разные приезды, разные отъезды, но одна и та же машина. Теории взорвались. У них один личный водитель? Они уехали вместе после тайной встречи? Пытается ли HYBE скрыть их от людей? Хронология не сходилась, если только Чингук все это время не стоял, тихо ожидая, где его никто не мог увидеть. Но затем всплыло кое-что еще более шокирующее. Утечка аудио. Никто не должен был его слышать. Фанат, стоявший возле коридора за кулисами, записал короткий аудиоклип. В нем 2 сотрудников тихо переговаривались. Он пришел только потому, что Тэхён его попросил. Да, но его нельзя было видеть. Это снова вызовет слухи. Слухи. Снова. Фандом замер. Какие слухи? Почему снова? Что именно произошло раньше, о чем публика не знала? Ни у кого не было ответов. Но одно было ясно. Чингук пришел не один. Тэхён хотел, чтобы он был там. И это было достаточно важно для Чингука, чтобы рискнуть быть увиденным, спрятаться за дисплеями и быть сопровождаемым как тайный гость. К тому времени, как Тэхён и Чингук добрались до общежития, город выглядел спокойным, тихим, умиротворенным, не подозревая о цифровом хаосе, разразившемся по всему миру. Но в их телефонах уведомления сыпались безостановочно. Экран блокировки Чингука загорелся сотнями сообщений из групповых чатов, от менеджеров и экстренных сообщений от СМИ. Телефон Тэхёна так сильно завибрировал, что он наконец перевернул его экраном вниз. Никто из них еще не видел клип. Они не понимали, почему все им засыпают спамом, пока нет. Но в здании HYBE уже царил хаос.
Медиакоманду, службу безопасности и менеджмент артиста затащили в конференц-зал посреди ночи. Никто не выглядел спокойным. Все были бледными. Менеджер швырнул ноутбук на стол. Этот клип повсюду. Везде. На экране снова и снова крутилось ставшее вирусным 3-секундное видео со сцены. Чингук обнимает Тэхёна. Глаза Тэхёна влажные. Момент пугающе интимный, который невозможно отрицать. Кто-то тихо выругался. Другой менеджер потер виски. Руководитель отдела по связям с общественностью резко спросил: «Откуда это вообще взялось? Кто это записал?» Тишина. Никто не знает. Удалите это. Подайте иск о нарушении авторских прав, сделайте это немедленно. Они пытались, но с каждой заменой появлялось 10 новых перезаливов. Монтаж, замедленная съемка, зумы, эмоциональная музыка. Фанатские теории глубже океанов. Клип покинул здание. Теперь он принадлежал миру. Молодой сотрудник, нервный, но честный, наконец сказал: «А что, если фанаты правы?» Реакция Чингука не выглядит фальшивой. Все обернулись. В комнате повисла холодная тишина. Руководитель отдела по связям с общественностью категорично ответил: «Неважно, правда это или нет. Важно контролировать повествование, прежде чем СМИ исказят ситуацию еще сильнее». Но в глубине души у HYBE был другой страх. Эмоциональное выражение Тэхёна уже вызывало вопросы. Теперь, в сочетании с реакцией Чингука, мир соединит точки, которые не должны были быть связаны. Мы не можем позволить себе еще один скандал. Не сейчас. Не с учетом сроков зачисления. Не с учетом глобального расписания. HYBE нужны были быстрые ответы. А это означало, что у них был только один вариант. Позвонить Тэхёну и Чингуку. Немедленно. Тэхён сидел на диване, поджав колени, и просматривал сообщения фанатов. Одни были обеспокоены, другие растеряны, некоторые заметили боль в его глазах во время мероприятия. Чингук вошел с 2 кружками теплого чая. Прежде чем он успел что-то сказать, все их телефоны одновременно завибрировали. Руководство HYBE. Нам нужно поговорить. Сейчас же. Тэхён посмотрел на Чингука. Чингук медленно выдохнул. «Они знают», – прошептал Тэхён. «О мероприятии?» Чингук покачал головой. Ему не нужно было этого говорить. Сердце Тэхёна ёкнуло. «Клип», – тихо подтвердил Чингук. Он сел рядом. Тэхён ошеломленно уставился в пол. Но там никого не должно было быть. «Кто-то это записал», — сказал Чингук. «И это вирусное». У Тэхёна перехватило дыхание. Тяжесть прошлого вернулась, тяжелее, мрачнее, опаснее, чем прежде. Теперь это было не просто эмоциональное признание. Это была проблема. Скандал. Буря, выходящая из-под контроля. А завтра утром все станет еще хуже, потому что неожиданный человек собирался заговорить. Солнце едва взошло, когда наконец разразилась буря. Тэхён и Чингук все еще были в полудреме, сидя по разные стороны гостиной общежития, ожидая следующего сообщения от HYBE. Их телефоны не переставали вибрировать. Новостные агентства, фан-аккаунты, международные СМИ – все крутили клип без остановки. Затем появилось новое уведомление. Имя, которого никто из них не ожидал. Собака Инсидеркер, бывший сотрудник HYBE. Глаза Чингука мгновенно расширились. Тэхён медленно поднял телефон. В аккаунте появилась тема, длинная, подробная, пугающая. Начиналась она так. Раз все спрашивают. Да, это закулисное видео настоящее. И да, между ними что-то произошло той ночью. Фандом взорвался. Чингук вскочил на ноги.
Кто это? Почему сейчас? Руки Тэхёна слегка дрожали, пока он листал. Тема продолжалась. Признание Тэхёна на мероприятии не было случайным. Он боролся с этим месяцами, и Чингук был одним из немногих, кто поддерживал его за кулисами. Тэхён прикрыл рот рукой в шоке. Чингук сжал кулаки. Они все искажают. Но посты становились еще хуже. HYBE знают, что что-то происходит. Поэтому были ограничения во время мероприятий. Поэтому Чингуку сказали оставаться за кулисами. Тэхён встревоженно поднял взгляд. «Чингук, тебе правда сказали прятаться?» Чингук медленно виновато вздохнул. Они не хотели, чтобы люди говорили. Сказали, что это вызовет вопросы. У Тэхёна сжалось сердце. Он подозревал это, но услышать подтверждение было больнее, чем он ожидал. Тем временем в штаб-квартире HYBE царил настоящий хаос. Инсайдерская информация распространялась так быстро, что крупные корейские СМИ подхватили ее за считанные минуты. Пиар-отдел терял контроль. Кто этот инсайдер? Установите его личность немедленно. Служба безопасности искала улики. Юридические службы готовили заявление. Руководители спорили. Некоторые требовали опровержения. Другие – тишины. Один из них предложил обвинить фанатов. Но в чем же главная проблема? Инсайдер не остановился. Они снова опубликовали пост, на этот раз с заявлением, которое потрясло весь фандом. Если вы считаете этот клип шокирующим, подождите, пока не услышите, что произошло после. Они не должны были видеться, но встретились. HYBE замерли. Потому что в тот вечер Тэхён и Чингук действительно встретились после мероприятия, и об этом знали лишь немногие. Тэхён отложил телефон, голос дрожал. «Чингук, что нам делать?» Чингук ходил взад-вперед, прерывисто дыша. «Нам нужно поговорить с HYBE, пока они не подставили нас за то, чего мы не делали». Тэхён посмотрел на него, действительно посмотрел на него. «А что, если они уже все решили?» Чингук остановился. Он медленно повернулся, и его голос твердо произнес: «Тогда мы решим сами». Глаза Тэхёна расширились. Прежде чем он успел ответить, зазвонил телефон Чингука. Это был HYBE. В трубке раздался настойчивый голос менеджера. «Чингук, Тэхён, оставайтесь на месте. Мы высылаем машину». Ситуация обострилась. Кто-то внутри компании сегодня ночью снова сливает информацию. У Чингука сжалось сердце. Тэхён прошептал: «Что еще?» Менеджер замялся. Они утверждали, что есть аудиозапись. С той ночи. В комнате повисла тишина. Тэхён замер. Лицо Чингука побелело. Аудиозапись с той ночи – то, что никто никогда не должен был услышать. То, что отчетливо помнили только они двое.